Вы слышите опыт традиций, концепций и спонсорства приглашенных спикеров. Продолжительность каждой встречи до 2 часов. Наш формат не предусматривает вопросов спикеру, однако были прецеденты, да. Привет всем, меня зовут Виталик, и я алкоголик. Сегодня я служу ведущим нашего собрания. Начнем встречу с нашей молитвы. Боже, дай нам разум, душевный покой, принять то, что в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Аминь. Друзья, несколько коротких объявлений. Мы хотим обратить ваше внимание на то, что мы ведем запись, которая будет доступна на наших ресурсах, YouTube-канале «Наши голоса» и интернет-страничке mostaa.com. Ссылка будет выложена в чате вместе с 7-й традицией. Просьба не вести запись и не фотографировать самостоятельно. Напоминаем, что наш формат не предусматривает вопросов к спикеру. Если у вас будут вопросы, может быть, спикер поделится с нами своими контактами, электронной почтой или номером телефона. Итак, 7-я традиция гласит, каждой группе А следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы. Ссылка выложена в чате. Есть возможность оплаты из стран СНГ, Америки, Европы и Израиля. Друзья, здравствуйте. Добро пожаловать на вторую часть нашей конференции МОСТ. Мы продолжаем. Будет цикл встреч о спонсорстве, традициях, концепциях. Сегодня мы начинаем опыт спонсорства, женский спонсор. Спонсорство ЛЭСЛИ из Индианаполис, США, 25 лет, трезвая, переводит Анастасия. Добро пожаловать, ЛЭСЛИ. Добро пожаловать, Анастасия. Пожалуйста, ваше время. Спасибо. Leslie, you have been introduced, so the floor is yours, and we have 2 hours. Okay. I'm not sure if God will provide 2 hours worth of talk on sponsorship, but we'll see where we go. Большое спасибо. Я не знаю, предоставит ли Бог 2 часа контента по спонсорству, но мы посмотрим. Okay, so my name's Leslie, and I'm an alcoholic. Меня зовут Лесли, я алкоголичка. So I have heard there are 3 things that will identify you as a member in good standing of Alcoholics Anonymous. Я слышала, что существует 3 характеристики, которые обозначат вас как хорошего члена сообщества анонимных алкоголиков. My home group is the Digs. Название моей домашней группы – это аббревиатура, по-английски DIGS. Do we want to unwrap the acronym? Yes, dignitary sympathy, which there are no dignitaries, and not a whole lot of sympathy when they do show up. По-английски эта группа называется Dignitary Sympathies. По-русски она переводится как сочувствующие сановники, да, или сочувствие сановников. Почему? Потому что в этой группе не так уж много сановников, а если они вообще присутствуют, то там дефицит сочувствия. So my home group is the Digs. My sponsor is Cindy. I have a sponsor. Her name is Cindy. Так что название моей домашней группы, аббревиатура, это по-английски DIGS, копатели. И у меня также есть спонсор, ее зовут Сидней. And my sobriety date is September 18th, 1995. Синди спонсора зовут, да, и дата моей трезвости 18 сентября 1995 года. And I really want to say that I'm so honored to be here. I'm not sure where here is since we're live, but I think we're in Israel. И я также хотела бы отметить, что для меня является огромной честью присутствовать сегодня здесь. И я, кстати, не совсем знаю, где именно это здесь в качестве точки на карте. Я так полагаю, что мы в Израиле.
So this is a little different for me. I've not talked about anything with an interpreter. So this is a little new process for me. It may take a second to kind of get in the groove. Так что для меня это новшество. Я никогда не разговаривала с помощью переводчика, так что, возможно, у меня займет какое-то время к этому привыкнуть. Indeed. So thank you for your patience. Так что спасибо вам за проявленное терпение. Well, let's see. I'll tell you a little bit about how I got to Alcoholics Anonymous. Я вам немножечко расскажу, как я пришла в сообщество анонимных алкоголиков. I discovered alcohol at the age of 14 when I discovered boys and drugs and not listening to my parents all at the same time. Я открыла для себя алкоголь в 14-летнем возрасте. В этом же самом возрасте я также открыла для себя мальчиков, наркоту и то, что можно не слушаться родителей. My parents didn't drink, but I went to visit my Leslie, I'm sorry. Can you hear me? Now? No? I can hear you now. Okay. Okay. So your parents last thing I heard that your parents did not drink, but parents didn't drink, but my cousin was dating an older boy and he bought us all some liquor. There was a bunch of us. Mm-hmm. By cousin, do we mean female cousin or male cousin? Female. Okay, two different words in Russian. Got you. Got it. Thank you. Мои родители не пили, но моя двоюродная сестра встречалась с мальчиком, он был постарше, они пили, и он покупал нам алкоголь. And so I tried out, my parents didn't drink, but I tried alcohol for the first time, and it seemed like I could finally exhale. Так что мои родители не пили, но когда я первый раз попробовала алкоголь, у меня сложилось ощущение, что я первый раз могу, знаете, выдохнуть. I fell in love with it immediately. It felt like this is how I'm going to be able to grow up and go through life. This is how I'll be able to live life. И это, конечно, была любовь с первой рюмки. Я почувствовала, что с алкоголем-то я уж точно пойду по жизни. И у меня появится возможность вырасти и вообще жить. I started drinking alcoholically right out of the gate. Oh, I'm sorry. I started drinking alcoholically immediately. No problem. Thanks. Вот. И я с самого начала пила как алкоголик. And everything fell apart after that. I was no longer a good student. I no longer talked to my grandmother on Sundays. I was defiant. I turned into a bad child right away. И все немедленно разрушилось после этого. Я перестала быть хорошей ученицей, то есть я перестала хорошо учиться в школе, я перестала разговаривать со своей бабушкой по воскресеньям, я начала протестовать, сразу же, превратилась в такого трудного подростка. So I didn't have a really, my life wasn't all that bad. I didn't go to jail. I didn't wreck cars. But what I did was I just drank all day. I went to work. Так что я не могу сказать, что моя жизнь была просто, ужасной. Я не попала в тюрьму, не было в моей жизни ДТП, дорожно-транспортных происшествий, не била я машины, но я просто пила все время. Я шла на работу, возвращалась, пила, шла на работу. But really all I did was work to drink. I just worked to make enough money to drink. That was like my primary purpose in life.
Вот, просто моей основной задачей стала выпивка. Я работала, чтобы у меня были деньги для того, чтобы потратить их на выпивку. Вот и все. Вот у меня была одна единственная цель. I had friends, but they weren't good friends. They didn't look out after me. They weren't mean to me. I wasn't in dangerous positions, but they weren't very good friends. And neither was I. У меня были друзья, но я не могла бы назвать их хорошими друзьями. То есть не то, чтобы они как-то мне вредили, не то, чтобы я находилась в опасности, общаясь с ними. Нет, они просто не были хорошими друзьями, они не преследовали мои лучшие интересы. И, честно говоря, я не была хорошей подругой им. So I drank like this, just drinking every day, going to work, not really doing anything, till I was 36 years old. И вот так проходила моя жизнь. Я работала, чтобы пить. Я пила и шла на работу, зарабатывала деньги и снова пила. И так продолжалось до того момента, пока мне не исполнилось 37 лет. And my last drink wasn't terrible. I didn't kill anybody or wreck a car or go to jail. Моя последняя попойка тоже не была такой просто вот ужасная. Я никого не убила, я не разбила машину, я не оказалась в тюрьме. But I woke up on my bathroom floor feeling like I'd lost my soul, like I was dead inside. Но я очнулась на полу своей ванны и с таким ощущением, что я умерла внутри, что моя душа омертвела. I had tried to stop before in the last 6 years. I had tried sometimes to stop, but never really followed through. В течение предыдущих 6 лет я пыталась остановиться, я пыталась бросить пить, но безрезультатно. But this time was different when I laid there on that bathroom floor. I'll stop there. Но в этот раз что-то изменилось, ситуация была несколько другая. Я это почувствовала, когда я лежала на полу в собственной ванной. I said that alcoholic's prayer. I said, God, either fix me or get me off this planet. Я произнесла молитву алкоголиков. Я сказала: Господи, либо почини меня, либо забери меня с этой планеты. I didn't want to live anymore, but I didn't know what to do. So I just surrendered. Жить мне больше не хотелось. И что мне делать, также было непонятно. Так что я сдалась. So it felt like this. It felt like God picked me up off that bathroom floor. Так что вот как я это прочувствовала, как будто бы Бог меня вот так вот приподнял с этого пола в ванной. And dropped me in an AA meeting. И опустил меня в том месте, где проводилось собрание анонимных алкоголиков. Перенес меня туда. And I was so tired. I was out of good ideas and I was so tired. Я была измотана, я была очень уставшая, и у меня больше не было вариантов. So I had been to your meetings before. I had been to AA before just to dry out. Я ходила, посещала собрания анонимных алкоголиков до этого, но просто чтобы, как говорится, высохнуть, когда я пыталась, протрезветь. So I knew what you guys did. I knew you were trying to not drink at all. Так что я знала, чем вы там занимались. Я знала, что вы пытались вообще не пить. And now that's what I wanted.
И в тот момент это то, чего я хотела достичь. So I had been listening long enough to kind of know what you did as far as working the steps and going to meetings and getting a sponsor. Так что я достаточно долго слушала, о чем вы там разговаривали, чтобы у меня сложилось представление примерно о том, чем вы там занимаетесь, да, в сообществе. То есть я знала, что надо двигаться по шагам, надо ходить на собрания, надо взять себе спонсора. But it didn't make any sense. Like going to a meeting and calling somebody on the phone and reading this book right here, it didn't make any sense that it would produce sobriety. Но я совершенно не понимала, каким образом вот все эти действия, да, то есть посещать собрания, звонить кому-то, читать вот книжку, как все эти действия произведут эффект трезвости. But like I said, I was out of good ideas. I didn't think that this program was going to work, but I started doing it anyway. Но, как я уже сказала, у меня-то хорошие идеи закончились. Не было у меня больше хороших идей. И хотя я не верила, что вот вся эта программа как-то сработает, я начала действовать, даже не веря в результат. So you told me to get a sponsor. Так что мне было сказано взять спонсора. And I was going to some meetings and I saw a woman that had, she was sober and she was happy and I wanted to be like her. И я посещала собрание и обратила внимание на женщину, которая была трезвая и счастливая. И мне захотелось то, что было у нее. And she was very different from me. She was I was 36 years old. She was in her 70s. И между нами была разница. Мне на тот момент было 36 лет, а ей было за 70. And so I knew I had to ask somebody to be my sponsor, and I decided it was going to be her, and I was really afraid to ask her. И я знала, что мне нужно обратиться к кому-то с просьбой о спонсорстве. Я подумывала о том, чтобы обратиться именно к ней, но я очень боялась ее спросить. And finally, after a meeting one day, it was probably 2 months. 2 months it took me, and I asked her. I went up to her after the meeting. And I was just scared to death, and I thought she'd say no, and I just blurted it out, would you be my sponsor? Я собиралась с духом 2 месяца. 2 месяца я все собиралась у нее спросить. И как-то по истечении 2 месяцев после собрания я все-таки к ней подошла и вот так вот сжимаясь внутри, потому что я была уверена, что она мне откажет, я в конце концов пробормотала эту свою просьбу о спонсорстве. And Anastasia, just for you, my internet looks like it's kind of going in and out, just so you know. I noticed, yes. Okay. So she said yes. И она сказала да. And so I didn't know what to do, really. I mean, I'd been going to meetings. I knew you read this book. I knew you worked steps, but I didn't really know, like, how you do it. Я понятия не имела, как процесс работает. Я знала, что да, надо посещать собрания, там надо читать книжку, надо двигаться по шагам, надо, но как это все делать, я понятия не имела. So this is what she did, and this is not how I am as a sponsor, but I think it was perfect what she did. И вот что сделала она. Забегая вперед, хочу вам сказать, что это не так, как я работаю с подспонсорными,
Но это так, как эта женщина начала работать со мной, и для меня это сработало. She knew that I was reading our big book, and I also went to meetings with her. I went to several meetings with her. Some of those meetings were big book meetings. So she knew I was reading the literature. Она уже знала, что я читаю литературу. Она знала, что я читаю большую книгу, и мы вместе с ней посещали собрания. Какие-то из этих собраний были именно собрания, на которых мы читали и изучали большую книгу. То есть она знала, что я была девушка начитанная. So we would have lunch or coffee or something after the meeting about once a week, and we'd talk about the steps. Так что мы с ней просто ходили на ланч или попить кофе где-то раз в неделю после собрания и разговаривали про шаги. Let me say this also, that her name was Rita, and I loved her dearly. She was nothing like me. But there was an essence about her that I was so drawn to her, and I wanted that peace that she had, and I loved her spirit. И я хотела бы сказать пару слов о ней. Моего спонсора звали Рита. И хотя мы были очень разные, мне ужасно нравилась вот ее сердцевина, да, то, что у нее было внутри, ее дух. От нее веяло каким-то таким вот спокойствием и умиротворением. Это было очень привлекательно. I felt safe with her, and I trusted her, and I made a decision to do whatever she asked me to do, no matter how crazy it sounded, well, that can't work, that's not going to work. Some things that she said didn't make sense, but I trusted her anyway. Я ей доверяла настолько, что когда она мне говорила, что я должна сделать то-то или то-то, даже если я не верила, что это сработает, даже если у меня были какие-то сомнения по этому поводу, я все равно это делала, потому что я вместе с ней, когда я была с ней, я ощущала себя в покое, в безопасности, мне было комфортно. So some of those things, like for an example, these things that didn't make sense, I had a car that was about to be repossessed because I hadn't been making the payments on it. Вот приведу вам пример. Одна из тех вещей, которые я не понимала. Например, у меня была машина, и я не делала выплаты по этой машине, потому что она была взята в кредит. И, соответственно, если ты не делаешь выплаты, то машину у тебя забирают. И у меня я понимала, что у меня ее заберут за невыплату. And so I was telling her this. I was so concerned and nervous and afraid. I was afraid they were going to take my car, and I needed a car. И я была очень напугана тем, что я потеряю машину, что у меня заберут машину, потому что мне была нужна машина, и я все это рассказывала ей. And I wanted a real solution. Like, how am I going to get the money to make the car payment is what that's the solution I knew I needed. How am I going to get the money to make the car payment? И я хотела конкретного решения. В моей голове решением моей проблемы было бы, какие-то денежные средства, да, чтобы мне продолжить делать выплаты за мою машину. Это было то решение, единственное правильное, которое родилось в моей голове. And she kept asking me, well, if they take your car, then what are you going to do? А она все продолжала задавать мне какие-то вопросы, типа, если у тебя отберут машину, тогда что ты будешь предпринимать? And I kept saying, no, they can't take my car. I'm not going to let that happen. А я говорила, нет, они не могут забрать у меня машину, я не позволю, чтобы это случилось.
And she finally, this went back and forth, and she finally said, just stop, just picture this. What would happen right now if you walked outside and they already took your car away and it was gone? What would you do? И мы с ней припирались по этому поводу, и в конце концов она мне сказала: так, все, перестань, замолчи и представь себе, хорошо, вот ты сейчас выходишь на улицу, а твою машину уже забрали, ее там больше нет. Представь себе эту ситуацию. И что? And I was so afraid of what that would, it was so unacceptable that it took me a minute to calm down and just answer her question. Это для меня было настолько неприемлемо, даже представить, что у меня заняло несколько минут просто успокоиться и хотя бы ответить на ее вопрос. And I said, well, I guess I could walk to work. I mean, I don't need the car. I could walk to work. I could walk to an AA meeting. I have a bicycle. I could use the bicycle. Я сказала, наверное, я могла бы тогда и пешком дойти до работы, и пешком дойти до собраний АА. И еще у меня есть велосипед. Я могла бы кататься на велосипеде. But I want my car, is what I told her. Но я также ей сказала, но я хочу свою машину. But what it taught me was that what I got to see was that I really didn't need, I really thought I needed that car, but really my life would have been fine without it. Но в итоге для меня стало очевидным, что несмотря на то, что я очень хотела оставить у себя эту машину, я бы прожила и без нее. And my car never did get taken away, but even if it did, what it taught me was I really had options. I thought my life was so narrow. But even if my car did get taken away, I would have been just fine. И, кстати, мою машину у меня так и не забрали. Но даже если бы у меня ее забрали, да, вот что я увидела? Я увидела, что у меня есть варианты. Да, в моей жизни возможны варианты развития событий. То есть там на самом деле не так, она на самом деле не такая уж и, что ли, короче, в моей жизни больше вариантов, чем я думала. And that was a new way of thinking for me, that I began to realize that I don't necessarily know what's real or what's good for me. И когда я увидела, что моя жизнь не такая уж узкоколейная, она с вариантами, я также увидела, что я вообще понятия не имею. And so because of, okay, I thought my screen froze up. And so because of this, I began to trust her even more. Что для меня? Вот, и поэтому я начала доверять своему спонсору еще больше. It seems like I got sober very slowly. It seems like I lived a life where I thought I knew everything. And I come to Alcoholics Anonymous and my sponsor and all of you would show me how narrow I was. И мне казалось, что я трезвею очень медленно. Мне также казалось, когда я пришла в сообщество анонимных алкоголиков, что я-то все знала про жизнь. И в сообществе вы мне объяснили, как я была не права, что на самом деле у меня вот эта зашоренность, зацикленность, да, вот негибкость моего сознания, я просто не понимала, насколько я была негибкая и зашоренная в своих суждениях. Life is big and it's full of love, and I can find my way
with the help from you guys. Жизнь-то огромная, и она наполнена любовью. И с вашей помощью я поняла, что я могу найти свою тропинку, свою дорожку. So we began to do, she said after a little bit, it's time now to do a fourth step, you know, because we were talking about steps 1, 2, and 3. But she says, now it's time to do a fourth step. И по прошествии какого-то времени моя спонсор, она сказала мне, ну, теперь пришла пора делать 4-й шаг, потому что мы с ней обсуждали 1, 2, 3 шаги, мы разговаривали о них, но пришла пора делать 4-й шаг. And so she just said, look at the book and do what it says. Write out your resentments and make the columns who I'm resentful at and why and what it affects and my mistakes. И она мне сказала, просто делай именно так, как это описывается в книге. Она сказала, сделай перечень выпиши перечень своих обидок, своих этих ресентиментов, своих застарелых обид, и разбей это на колонки. В одной колонке напиши, на кого ты обижена, во второй колонке напиши, почему ты обижена, причины, в третьей колонке напиши, что там под угрозой, что там задето, и в 4-й опиши свои ошибки применительно к этой обидке. And I had no idea what she was talking about, looking at these pages in the book. It could have been written in Russian for all I knew. Я смотрела на эти страницы, где описывался процесс, и я ничего не понимала. Оно могло быть даже напечатано на русском языке. Вот, чтобы вам было понятно, насколько мне было непонятно, что там написано. So I started writing. I was pretty sure, I knew who I was mad at, and I knew why. Так что я начала писать. Я знала, на кого я обижалась, и я знала, почему. But this whole stuff here about what it affects, my self-esteem, my financial security, I thought, well, I don't know what that means. What do you mean? Ну, вот что касается того, чего там было задето, вот там мне было непонятно. Что значит задето чувство собственного достоинства? Вы о чем? Или финансовая безопасность? О чем это вообще? And then this other part, what were my mistakes? I thought, well, it was completely foreign to me. So I showed up with this 4-column resentment inventory with who I was mad at and why, what they did to me, and not a whole lot in the 3rd column and almost nothing in that 4th column. Вот, а что касается 4-й колонки, чего мои ошибки, я вообще не понимала, о чем речь. Это была настолько чужеродная концепция для меня, что я не понимала, что они хотят здесь видеть в этой 4-й колонке. Короче, я пришла к своей спонсорше. У меня была прописана 1-я колонка, там были имена людей, на которых я обижалась и злилась. Там были причины, почему, чего они, что они сделали. И там было немножечко написано о том, что там было задето и что под угрозой, и вообще ничего не написано в 4-й колонке. Не перечислены были мои ошибки. So something really magical happened. I had a resentment. I'll tell you about one of these. I had a resentment at Bill Clinton, who was president of the United States at the time. Вот, я хотела вам рассказать волшебную историю об одном из этих моих ресентиментов. Я, например, была обижена на, Билла Клинтона. В то время он был президентом Соединенных Штатов. So Bill Clinton had been caught having sex
with one of his female staff aides. Его застукали, когда он занимался сексом с одной из стажерок Белого дома. And I wrote him down because what I wrote was, he's getting away with something, because he wasn't getting, people in the United States weren't that concerned. Some people didn't like it. Some people didn't care. Well, he's sleeping around with a girl. That's just what powerful people do. It's no big deal. But for me, it was like, well, the president shouldn't be sleeping around on his wife. That was my attitude. Вот, и почему у меня на него была обидка? Я его прописала таки. Почему? Потому что, честно говоря, общественное мнение разделилось в Соединенных Штатах. Кому-то было вообще все равно, с кем спит президент. Кто-то воспринял это как должное, что могущественные мужчины, политики, они спят, они спят с любовницами, они заводят кого-то на стороне. Кто-то счел, что это как-то недостойно президента. Но у меня было очень определенное мнение по поводу его поведения. Я считала, что президент Соединенных Штатов должен спать только со своей женой. Он не должен спать ни с кем на стороне. So my attitude was, I'm mad at him because he doesn't have to play by the rules. And so I wrote down, I'm mad, resentful of Bill Clinton because he's getting away with something, that the rest of us wouldn't get away with. А сердилась я на него вот почему. Потому что я-то думала, что, посмотрите, вот президентам закон не писан, да, вот они могут играть не по правилам, и им это сходит с рук. В то время как, если бы я что-то такое сделала, мне бы это с рук точно не сошло. Вот на что я на самом деле была обижена. And so then that next column says, what does this affect? What does this resentment affect about me? And I wrote something like, it affects my faith in government. И вот в этой третьей колонке я должна была написать, что там задето. И я написала, что там задето, там это влияет на мою веру в правительство. And then, that last column where what's my mistake? It talks in here about, we look at our own mistakes. Where had we been selfish, dishonest, self-seeking, and frightened? What was my mistake? И в четвертой колонке мне же нужно было написать, где там была моя ошибка, да? Мы же смотрим на эту ситуацию и смотрим, где мы вели себя эгоистично или пытались что-то урвать для себя, или были напуганы, или нечестны. And so I show up with this inventory, and so she asked me, what's my mistake here? And I said, I have no mistake in this. Bill Clinton is a jerk. И моя спонсор посмотрела на мою инвентаризацию и сказала, и где там твоя ошибка, где там твой косяк? Я ей сказала, да нет там никакой моей ошибки. Просто у нас президент придурок, нехороший человек. And so she said, well, let's look at what you wrote. Она сказала, ну-ка давай посмотрим, что ты тут написала. What I wrote, and the wonderful thing about doing a written inventory is that it's like a signed confession in your own handwriting. И вот замечательный момент, да, когда мы делаем письменную инвентаризацию, это как признание вины или исповедь, на которой стоит ваша подпись. So she's helping me look at this. And because I say I had no part in this, I'm not, there's nothing wrong with me. Поскольку я сказала, да я-то здесь ни при чем, со мной все нормально, это он. And she said, so look at what you wrote. What you wrote is, he's getting away with something I wouldn't get away with.
Она сказала, посмотри, что ты здесь написала. Ты написала, что ему что-то сходит с рук, что тебе бы с рук не сошло. And she said, so your mistake here is that you're jealous. Так что она сказала, твоя ошибка в том, что ты просто завидуешь. And I said, I'm not jealous. But she said, well, look at what you wrote. He's getting away with something that you wouldn't get away with. Я сказала, я не завидую. Конечно, нет. Она сказала, ну посмотри, что ты написала. Ты на него сердита, что ему что-то сошло с рук, и если бы ты была в этой ситуации, тебя бы призвали к ответственности. And I was shocked. I looked as she's telling me this, I read it, I looked at it, I couldn't believe it. I said to her, I said, and there's like nowhere to go. I'm sorry, Anastasia. There's just no, once you write it down, it's right there in front of you. Меня это шокировало, но мне некуда было увильнуть, потому что я же это написала, я же сама это написала на листе бумаги, и оно было прямо передо мной, мне некуда было деться. And I saw it. I actually saw when she said, it's just jealousy. And I thought, no, it can't be. And as I look at it, I began to realize that that's exactly what was happening. I was jealous of somebody, and so I was resentful. И она мне сказала, слушай, да это просто черная зависть. Вот и все. Ревность, зависть. И я посмотрела, и меня осенило, я увидела правду, что да, действительно, я просто завистница. And so I said, Rita, I didn't know I was so embarrassed. And I said, Rita, I didn't know I was jealous. And she said, I know, honey, that's why we're doing this. И я посмотрела на нее непонимающим взглядом и сказала, Рита, да я понятия не имела, что я полна этой черной зависти. Она сказала, да, я знаю, поэтому мы и делаем инвентаризацию. And so in this way, working with her and looking at my resentments, I began to digest big truths about myself, like it says in our book. И вот в процессе инвентаризации, работы со спонсором, я начала, как говорится в нашей книге, переваривать большие куски правды о себе. Yeah, it's that last line of how it works. So yep. I started to see how the way I try to keep myself safe and take care of myself in the world is what causes all of my problems. Да, вот по поводу переваривания больших кусков правды о себе, это как раз последняя строчка главы «За работу», или как это работает в английском оригинале. Так вот, в процессе инвентаризации я увидела, что все мои попытки как-то держать себя в безопасности или обустроить себя на самом деле ведут к совершенно катастрофическим последствиям. And so I started to get sober. Now, there's actually 3 inventories in here. There's the resentment inventory, fear inventory, and the sex conduct inventory. И вот я начала трезветь, мы продолжили работу. Кстати говоря, там же 3 инвентаризации. Да? Мы говорим об инвентаризации обид, об инвентаризации страхов и о так называемой инвентаризации сексуального поведения. But we just did that first inventory, and I did that 5th step with her. I went back home and I finished that resentment inventory the way I should have, where I actually wrote more stuff and got to see
what I do, where I'm afraid, and all of that stuff. So I finished that inventory and came back and did a 5th step with her on that. Так что мы с ней на тот момент сделали только инвентаризацию ресентиментов, и потом, точнее, мы начали ее делать, потом я поговорила с ней, вернулась домой и расписала свои обидки так, как надо было это расписать, да, то есть у меня уже было больше информации в 4-й колонке о своих ошибках и так далее. И потом я вернулась, и мы доделали с ней 5-й шаг. And I felt so free the next day after I did that 5th step with her, getting all of this stuff out, all the stuff I tried to keep down. I got it out, and I felt so free. И на следующий день, после того, как работа по 5-му шагу была закончена, я ощутила такую свободу, неимоверную свободу от того, что в конце концов вот все то, что я заталкивала внутрь и скрывала и прятала, в конце концов, все это было выброшено наружу. I felt like I was on the AA path, like it wasn't some weird foreign thing that you guys were, that didn't make any sense. It all started to make sense. И я почувствовала, что я следую по пути АА. До этого у меня было такое впечатление, что все то, о чем меня просили, все то, что меня просили сделать, это была какая-то тарабарщина. Я совершенно не понимала, зачем это все было нужно. И после 5-го шага у меня начало складываться представление о том, как это работает и зачем. So since I'm talking about sponsorship, I'm going to talk about the sponsors that I've had and what I do as a sponsor. И поскольку разговор у нас о спонсорстве сегодня, я вам расскажу о тех спонсорах, которые были у меня, и о том, как я работаю с подспонсорными. So that first sponsor started me into Alcoholics Anonymous. Вот с моим первым спонсором я начала свою жизнь в анонимных алкоголиках. And some people might think she wasn't a very good sponsor, but she was perfect for me. Некоторым людям подумается, что она была не очень хорошим спонсором, но для меня этот спонсор был идеален. And I say not perfect, or I say that she maybe some people think she's not a good sponsor because she was kind of hands off. She wasn't like teaching me. She was sort of letting me run free through the steps. И причина, по которой я говорю, что, возможно, некоторым людям она бы показалась не очень хорошим спонсором, заключается в том, что она не сильно структурировала, да, работу со мной. То есть она давала мне достаточно свободы и автономии внутри программы. She didn't guide me so much step by step. She didn't hold my hand and take me step by step. But at every time I needed guidance and insight from God, she was always there. Не то, чтобы она меня крепко держала за ручку, и мы вместе с ней двигались по шагам. Не то, чтобы она давала мне указания по каждому шагу, на каждом повороте. Но когда мне требовалось направление от Бога, она всегда приходила ко мне на помощь. Because we get guidance from not just our sponsors, but when we go from each other, when we go to meetings. Потому что нас же направляют не только наши спонсора. Мы же также помогаем советам друг другу. Вообще помогаем друг другу, когда мы присутствуем на собраниях. And I mentioned my home group in this way. I mentioned my home group because that's the place where I get to practice all my sobriety. I get to practice
being with people and making mistakes in my home group, and they love me. И я уже упоминала свою домашнюю группу. Вот за что я люблю свою домашнюю группу, так это за то, что там у меня есть возможность практиковать свою программу, свою программу анонимных алкоголиков. Я могу прийти туда и сделать какие-то ошибки, и они будут меня любить, несмотря на это. So I think even if you have the best sponsor in the world, whatever that is, it's a two-way street. Так что даже если у вас самый лучший в мире спонсор, и я уж не знаю, что я вкладываю в это понятие, эта работа все равно является улицей с двусторонним движением. I have to cooperate. It's not like the sponsor gets you sober. There's give and take. I give my sponsor as much as she gives me. Понимаете, это не то, что ваш спонсор будет вас трезвить. Это так не работает. Это сотрудничество. И я должна давать ей столько же, сколько она дает мне, чтобы это сработало. Because what can happen if you don't cooperate in your own sobriety is you can get pretty non-sober. Так что если вы не будете сотрудничать и работать вместе в процессе обретения трезвости, то эта трезвость у вас не продлится. So I'll give you an example. So I moved from that city and my first sponsor to another city, and I got a new sponsor. Приведу вам пример. Я переехала потом из того города, где я жила и где жила моя первая спонсор. И на новом месте жительства я нашла другого спонсора. And I had worked the steps. Once Rita and I did that 4th step, we did the rest of the steps all the way through 12, and I was sponsoring other women. И после того, как мы с Ритой закончили 4-й шаг, я прошла с ней все остальные шаги, закончили шаги вплоть до 12-го, и у меня уже были свои подспонсорные. But when I moved, I pretty much quit doing that. Но когда я переехала, можно сказать, что я перестала все это делать. So I go to some AA meetings, and I did ask a woman to be my sponsor, but I wasn't really talking to her, and I wasn't really getting involved in a home group. Так что я переехала, я продолжала посещать собрания, и я обратилась к женщине за спонсорством. Но я на самом деле не поддерживала с ней общение, и я не была активно вовлечена в жизнь своей группы. I felt like I knew it all, so and I didn't feel like I needed a drink, so I thought I was fine. Я-то думала, что я же все знаю. У меня не было ощущения, что мне хочется выпить, так что я думала, что у меня все хорошо. But I think one of the things that's so beautiful about recovery is that I can't do it. I actually need you. I can't do this alone. Real recovery involves relationships with other people. Но мне кажется, что одним из прекраснейших аспектов нашего выздоровления является тот факт, что нам необходимы другие люди. То есть мое выздоровление напрямую зависит от того, что вы у меня есть. Выздоровление очень плотно завязано на взаимоотношения. I learn from you, you learn from me, and I can't remember my other thought. Мы учимся друг у друга. So I started getting miserable. I was still going to meetings, but I wasn't really doing anything, and I started to get miserable.
Так что я продолжала посещать собрания, но поскольку я толком ничем там не занималась, я начала чувствовать, как я несчастна. Мне было очень-очень плохо внутри. У меня складывалось вот такое ощущение. And I was probably pretty close to drinking. И, возможно, я близко подошла к тому, чтобы выпить. But the sponsor I had, I would complain all the time. And she would tell me things to do, like pick up a sponsee or go to a meeting. И я жаловалась постоянно своему спонсору. И она мне говорила, ну, слушай, возьми подспонсорных, пойди на собрание. And I was so miserable. I didn't think it was going to work, but I was so miserable that I tried it anyway. I started picking up newcomers at the halfway house and taking them to meetings. И мне было настолько хреново, что я это сделала. Хотя я не думала, что это вообще сработает, но я таки ходила в... Как они называются по-русски? Это даже не ночлежка, это такой дом, где позволено остаться людям, которые пытаются выздороветь, которые выздоравливают. Вот, но в начале пути. Я ходила туда и искала подспонсорных среди новичков. And at first I thought these new people were very annoying. И сначала я думала, что они меня настолько раздражали, эти новички. But as we went to the meetings, and as I talked to them, as I drove them home, I began to fall in love with them. Но я продолжала ходить на собрания, я продолжала с ними общаться, я подвозила их на машине до того места, где они жили. И в конце концов они начали мне нравиться. And this is the magic. This being with you, the way I be with God is by being with you. It's all the same. You and me and God and creation. It's all the same. By being here with you is how I feel this higher power. И видите ли, это все едино, это все одно и то же. В процессе общения с ними я ощутила, что и Бог находится где-то рядышком. То есть я ощущала присутствие Бога, когда в моей жизни присутствовали новички. But I always think that a new car will make me happy, or a vacation will make me happy. I forget that it's you that makes me happy. Я-то думала, что мое счастье зависит от, не знаю, каких-то материальных, что ли, ценностей. Там, допустим, новая машина меня очень бы порадовала, или какой-то отпуск, какое-то крутое место меня бы очень порадовало. Но я часто забываю о том, что радость, мне настоящую радость приносите именно вы. So I didn't drink, and I got back into recovery, into good recovery. Так что я не пила, и я вернулась обратно в выздоровление, в такое хорошее, качественное выздоровление. And then I moved again. I moved back home to where I live now. И потом я переехала еще раз обратно, туда, где я живу и сейчас, домой. And I got a new sponsor, and she was a former Catholic nun. И у меня появилась новая спонсор, и эта спонсор в прошлом была католической монашкой. And she could be very, very kind and loving, but she could also be very stern and tell me exactly what the truth is that I can't see. И она могла проявлять доброту, ласку и любовь с одной стороны, а с другой стороны иногда она была очень жесткой и прямолинейной в работе со мной. And she was perfect for me.
И для меня это было идеально. I never know what I need. When I've changed cities a couple times, and I always just say a prayer. In finding a sponsor, I always just say a prayer. God, show me who my next sponsor should be. Видите ли, я никогда не знаю, чего мне нужно, на самом деле. Я переезжала из города в город, сменила несколько городов, и я произносила вот эту молитву о спонсоре, да, я просила свою высшую силу, я просила, Боже, покажи мне, какой должна быть моя следующая спонсор. And God listens. I've always had exactly what I need. When I ask God for what I need, it always comes. I think it should look a certain way. But when I ask God for what I need, God gives me what I need, whether I recognize it or not. И вы знаете, Бог-то слушает. Он слушает, когда я именно с таким посылом с ним общаюсь, когда я его прошу показать мне то, что мне нужно. Не так, как в моей голове это должно выглядеть, да, потому что у меня же есть определенное представление о том, что мне нужно. Так вот, когда я к Богу прихожу не с моими определенными представлениями о том, что мне нужно, а когда я просто прихожу к нему с просьбой показать мне, что мне нужно, он всегда отвечает. I believe that no matter, how should I put it? I'll put it like this, that when I'm a sponsor, I can't get somebody sober and I can't get them drunk. Я вам расскажу о том, во что верю я. Я верю в то, что как спонсор я не обладаю такой силой, чтобы кого-то протрезвить или чтобы дать кому-то напиться. I believe that what happens is I sit with you, I say I'm your sponsor, you're my sponsee, we sit together, and it's not like I make you sober. We sit together and God comes. Я верю в то, что когда мы сидим с подспонсорной, то есть я ее спонсор, она моя подспонсорная, мы сидим вместе. Это не то, что я сейчас тебя начну трезвить. Так это не работает. Но я верю в то, что когда спонсор сидит с подспонсорной, приходит Бог. We say in the United States sometimes that I'm like a tool, like a screwdriver, that God picks up the screwdriver and uses it where it needs to be used. В Америке мы говорим, что мы как инструменты, да, допустим, я отверточка, я орудие в руках Господа, я такая вот отверточка, которую Бог использует так, как Он считает нужным. Это инструмент, я являюсь его инструментом, так что это ему решать, чего я там буду отвинчивать или привинчивать. And that's what happened to me. I'd sit with my sponsor, and I'd bring all my concerns, and she didn't fix them. She sat with me and allowed God to fix them. И вот то, что произошло между мной и моим спонсором. Я принесла все то, что было у меня на душе. И она не то чтобы начала это чинить, нет. Она просто позволила Богу прийти и начать процесс изменения. All of my sponsors have been such good friends. Все мои спонсоры стали моими хорошими подругами. So today I have a sponsor and I sponsor other women. I've been sober 25 years. Так что сегодня у меня много подспонсорных. Видите ли, я трезвая 25 лет, то есть я спонсорю 25 лет. And I talk to her once a week. Every Sunday morning, we have a scheduled talk.
Со своим спонсором я общаюсь раз в неделю по воскресеньям. And, you know, there may be character defect. I may have done something that I regret. My character defects are, I'm engaged in my character defects. Возможно, я совершила что-то, о чем я сожалею, да, пошла на поводу у своих дефектов характера. Они часто проявляются. And so I'll tell her about this. Just recently, I was gossiping about somebody at work. И я ей об этом рассказываю. Вот совсем недавно я сплетничала о ком-то на своем рабочем месте. And so I bring this up and I talk to her about it. And it's not like she scolds me or tries to fix me. She just pretty much says, yeah, you know, that's sometimes we do that. Sometimes I do that. And it looks like you just did that. Так что я обсуждаю это с ней. И не то, чтобы она меня ругает за это или журит. Она выслушивает меня и обычно говорит, да, мы часто поступаем подобным образом. Я тоже. And so we have a process, this program, the 12 steps is the process for fixing that. What do you do when you gossip about someone? And she guides me. I already know this, but I need you to remind me, what do I do when I make a mistake? И у нас существует определенный процесс, да, по работе над ошибками, что ли, исправлению. Он изложен в 12 шагах, так что она меня спрашивает, ну, хорошо, и что ты делаешь, да, когда проявляется твой дефект характера? Как он проявляется? Что ты делаешь, когда ты начинаешь сплетничать? И что ты сделаешь, чтобы это исправить и впредь действовать по-другому? And so, since I talk to her every week, she knows what's going on in my life. So there isn't something, well, I'll just stop there. Так что, поскольку мы с ней общаемся регулярно каждую неделю, она в курсе событий моей жизни, да? То есть она знает, как я живу. I know some people that they don't talk to their sponsor that often. They only talk to their sponsor when something terrible is happening in their life. Я знаю некоторых людей, которые не общаются часто со своими спонсорами, не регулярно. И когда они звонят спонсору, то это чтобы обсудить какое-то ужасное событие, которое произошло в их жизни. And then the sponsor doesn't know what's going on. You know, they haven't talked in a long time, and all of a sudden there's a crisis, and you don't know who you're talking to really because you don't have a relationship. И потом спонсор не знает вообще, что происходит. У спонсора нет сложившейся общей картины, потому что эти люди звонят спонсору во время кризиса, ну, когда наступает кризис, и, соответственно, спонсор пытается понять, что вообще происходит в жизни подспонсорного. То есть вы не знаете друг друга достаточно хорошо, чтобы спонсору эффективно выполнить свою задачу. So when I first came to AA, I used to think that what I want to do is figure out how you guys stay sober, and then I'm going to go home and do it. I don't need you. Так что, когда я только пришла в сообщество, я думала, что я сейчас быстренько схвачу вот эту тему, что же вы здесь делаете, чтобы оставаться трезвыми, возьму эту информацию и поеду обратно домой. Вы мне вообще-то не нужны. So I had it all backwards. Так что, конечно, у меня это представление было абсолютно с ног на голову поставленное. There's that prayer of Saint Francis that says, you know, that we love, comfort, and understand others first. Есть у нас такая молитва святого Франциска, и там написано, что мы несем любовь, comfort, love, comfort, and understanding, right? Yes. Ага. И понимание другим людям в первую очередь.
Okay. Let's see. I'm sorry. I lost my train of thought there for a second. So the only way I can get sober is by loving you and comforting you and understanding you. I can't do it by being a federal judge or being president of the United States or having a lot of money. Так что единственный способ для меня обрести свою трезвость – это любить вас, понимать вас и также делать вашу жизнь комфортной. Да? Это необходимо мне для того, чтобы выздороветь. Я не выздоровлю никаким другим способом. Даже если я займу какую-то очень высокую должность, допустим, федерального судьи или президента Соединенных Штатов, это мне не поможет. Wow, you're a good translator. So I'll tell you a little bit about how I am as a sponsor, what I think is important and what I do now. Так что я вам расскажу немножко о том, как я работаю с подспонсорными, что для меня является важными аспектами моей работы, что я делаю на сегодняшний день. And just because I do it doesn't mean it's right. It's not wrong, it's not right, it's just what I do. Кстати, то, что я делаю, не является истиной в последней инстанции. И вообще я не мыслю такими категориями, что вот этот процесс правильный, а это неправильный. Это просто мой процесс. Это то, как работаю с подспонсорными именно я. I have 16 sponsees, and I talk to them every week. We have a scheduled time that we talk. У меня 16 подспонсорных, и мы с ними разговариваем каждую неделю. У нас расписание. Most of the time, I talk to them more often than once a week, and I see them at meetings. Хотя в большинстве случаев я с ними разговариваю даже чаще, чем раз в неделю, и мы же видим друг друга на собраниях. And so when somebody is brand new to Alcoholics Anonymous, I start with them by reading this book to get back and forth. Так что если кто-то совсем новенький, да, только-только пришел в сообщество анонимных алкоголиков, я начинаю свою работу с ними с чтения книги. И вот мы читаем, разговариваем, читаем. And so we start at the beginning and we read and we do what the book says. I treat it like a textbook. Мы начинаем с самого начала и двигаемся по книге. Я эту книгу рассматриваю как учебник, в котором есть определенные инструкции. Соответственно, мы следуем этим инструкциям, изложенным в учебнике. And so we pray when it says pray, and we write when it says write. Так что, когда там сказано молиться, мы молимся. Когда там сказано писать, мы пишем. And I think there's something magic about this, about our book, like a Bible or a Quran, that it's a living, it's alive. И вы знаете, вокруг эта книга волшебная, то есть присутствует какой-то элемент волшебства, да, в этой книжке. Она такая же живая, как Библия или Коран. Это живое слово. So when I sit with you, or a sponsee, whoever it is, when I sit with somebody and we each have this book and we read, God comes and what I need to see and understand, I see. And what they need to understand, they see. Так что, когда я сажусь под спонсором читать эту книгу, к нам приходит Бог. И я вижу то, что нужно увидеть мне, а она видит то, что нужно увидеть ей. Бог делает это возможным.
sobriety happens not just for the sponsee. It's not just to educate her. We both benefit. We both get something from God from this. И мы обе обогащаемся в результате этого процесса. Видите ли, трезвость, она же не только для моих подспонсорных. Трезвость также для меня. Я получаю свою порцию трезвости точно так же, как она получает свою. Я получаю свое выздоровление так же, как она получает свое. There have been so many times that I have been reading this book with a new person. Я часто замечала, что когда я читаю эту книгу с новичком, and she will say something, just telling a story maybe, that I see something about myself, a truth about myself, that I couldn't have seen any other way. И в процессе, допустим, новенькая делится какой-то своей историей, своей личной историей. И когда она делится своей личной историей, в этот момент я вижу себя, я вижу правду о себе. То, что раньше было от меня сокрыто. So we work these steps out of the book, as it says, and you start to see, if you hadn't had this experience, you must get a sponsee and read this book. Так что мы продолжаем работать по шагам с подспонсорными, и вот это нужно сделать в обязательном порядке. Да? У вас должны быть подспонсорные, чтобы вам работать по этой книге. Because that experience is watching the light come on in somebody else's eyes. Потому что это ни с чем не сравнить, когда вы видите, что в чьих-то глазах зажжен свет, он просто загорается, глаза начинают блестеть. Yes, so they come and they're all depressed and they're hopeless. And when you start reading and working the steps out of the book, you start to see them brighten up and they smile. К вам приходят люди, страдающие от депрессии, утратившие надежду. Они не могут даже поднять глаза. И вы начинаете читать с ними книгу, работать по книге, и вы видите, как эти люди просто воспряли, оживились, у них появилась надежда. I remember when it happened to me, when I came here, and it was at the end, and why even live? Я помню, как это произошло со мной. Я пришла сюда, и у меня не было ни надежды, ни желания жить. Для меня это был конец. Я не понимала вообще, зачем мне продолжать свое существование. And I sat in rooms with you. И я сидела в комнатах с вами. And you talked to me, and you remembered my name. И вы разговаривали со мной, вы даже запомнили мое имя. And you asked me how I was doing, and you really listened to what I had to say. И вы спрашивали меня, как у меня дела, и вы действительно слышали меня, и выслушивали мой ответ. Вам действительно было интересно узнать, как у меня дела. And you invited me to go have coffee or dinner. Вы меня приглашали на чашечку кофе или на ужин. And you loved me when I couldn't love myself. И вы любили меня, когда я не могла любить саму себя. Я не была на это способна. And you sponsored me into this new way of life. И вы предложили мне спонсорство и показали мне новый образ жизни. And you showed me that I thought the world was dangerous and I had to protect myself. И вы показали мне, что в то время как я думала, что мир — это очень опасное место, и мне нужно все время быть на страже, чтобы защитить себя.
And you showed me that I don't need to protect myself. We protect each other. God protects us. All I need to do is line up with God, and I have everything my heart desires. И вы мне показали, что я не должна выступать в роли собственного защитника, потому что у меня есть вы меня защитите, и Бог тоже на моей стороне, Он тоже меня защитит. Все, что мне нужно, это подстроиться под Него. И тогда Он придет и выступит моим защитником. I'm safe and protected. And all I need to do is work these steps, which is trust God, clean house, and help others. А на сегодняшний день я ощущаю себя в безопасности. Я ощущаю себя защищенной. И все, что мне нужно сделать, это 3 вещи. Доверять Богу, навести уборку, да, в своем собственном персональном хозяйстве и иди помогать другим. I was a wild animal living out in the jungle before I came to you. Я была диким животным, которое обитало в джунглях, пока я не пришла к вам. And you showed me that I didn't need claws and I didn't need teeth. All I needed was a big heart and to love on other people the way you loved on me. И вы показали мне, что и когти мне не нужны, и клыки мне не нужны. Все, что мне нужно, это большое любящее сердце, которое способно любить вас так, как вы любите меня. And, you know, and I will be forever grateful for all of you, for even, I don't know you today, and I get to see you in these little boxes, and I just adore your faces looking back at me. Thank you for showing up here. Я навечно вам останусь благодарна, хотя я вас и не знаю, я вижу ваши лица в этих маленьких экранчиках, я вижу, как вы видите меня. И я вас очень люблю, и я так рада, что у нас сегодня выдалась возможность пообщаться. And I'll tell you, Anastasia, I think that is all that I have to say. I hope I've been helpful. You've sure been helpful to me. Большое спасибо. Это все, что я имела сказать вам сегодня. Я очень надеюсь, что кому-то это может быть полезным. И спасибо переводчику, она помогла мне. Okay, and I'll close there. Thank you. И вот, наверное, на этом я и закончу сегодня. Окей, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Лесли. Спасибо огромное, Настя. Настя, можешь ли ты спросить у Лесли, может...